Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим пышные и воздушные жареные пирожки с картошкой. Тесто по этому рецепту замешивается очень просто и без заморочек, а получается пористым и очень нежным. Также эти пирожки можно приготовить абсолютно с любой начинкой. Это может быть картофель, капуста, либо же лук с яйцом. Это что вы уже больше любите. Для начинки я буду использовать картофельное пюре. Пюре должно быть вот таким довольно плотным, тогда вам будет проще и легче работать с начинкой. Также 2 крупных луковицы и небольшой пучок укропа. Лук необходимо нарезать вот таким мелким кубиком и обжарить на растительном масле без запаха до золотистого оттенка. Лука не жалейте, тогда начинка будет сочная и не сухая. Вот до такого красивого оттенка нужно обжарить лук. И сразу же перекладываю лук в картошку вместе с маслом, которое осталось после жарки. Хорошо перемешиваю ложкой. Готово. Часть пирожков я хочу сделать с добавлением укропа, поэтому откладываю в отдельную посуду примерно половину от всей начинки. Добавляю мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешиваю. Начинка для пирожков готова. В глубокую миску отправляю 150 мл теплого кефира. Также его можно заменить на кислое молоко. 150 мл теплой воды, столовая ложка сахара, чайная ложка без горки соли. Это примерно 6-7 граммов. 7 граммов сухих дрожжей. И от общего количества всыпаю 4 столовых ложки муки. Хорошо размешаю венчиком. Тесто на эти пирожки замешивается просто и быстро. Готово. Всыпаю муку немножко больше половины от общего количества. Всего в миске у меня 450 граммов просеянной муки. И начинаю замес теста. Тесто остается еще довольно мягким и липким. Подсыпаю еще 2 столовых ложки муки. И перехожу на ручной замес. Тесто остается вот таким, слегка липким, но подсыпать муки больше не стоит. Добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И продолжаю вымешивать. После того, как тесто полностью соединилось с маслом, перекладываю на стол и вымешиваю на протяжении примерно 5-7 минут. Вот такое гладкое и очень нежное тесто. Оно еще слегка липнет к рукам, но напомню, подсыпать муки больше не стоит. Перекладываю в глубокую миску. Донышко и бортики посуды обязательно необходимо промазать растительным маслом без запаха. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойку в теплом месте, примерно на 30-40 минут. У меня на кухне сейчас довольно-таки жарко, и только посмотрите, как превосходно поднялось тесто. Перекладываю на стол и делаю обминку. И вот такое очень нежное тесто у вас должно получиться. И оно уже не липнет к рукам. Место, куда буду складывать заготовки, немного промазываю растительным маслом. Вес теста 760 граммов. Разделяю на 15 частей весом примерно по 50 граммов. Получаются небольшие кусочки, формирую из них шарики, подкатываю и откладываю в сторону. Накрываю заготовки пищевой пленкой и оставляю тесто отдохнуть буквально на 5-7 минут. Тесто отдохнуло, можно приступать к формированию пирожков. Рабочую поверхность слегка промазываю растительным маслом, чтобы тесто не прилипало и с ним было проще работать. Раскатываю в небольшие лепешки, гладкой стороной переворачиваю к низу.
8 пирожков я буду делать просто картофель с луком, остальные 7 картофель, лук и укроп. Начинки кладу примерно 2 чайных ложки с горкой. И чтобы различать, с какой начинкой пирожки, я их сделаю разные формы. Треугольные и классические овальные. Получается вот такой треугольник. Кладу швом вниз. Выбираю серединку и защипываю один край. Оставшееся тесто соединяю со свободными краями. Пирожки сформированы, можно приступать к жарке. В сковородку наливаю растительное масло примерно 400 мл и хорошо разогреваю. Степень нагрева масла я проверяю очень простым способом. Беру спичку и окунаю в масло. Видите, сразу пошли пузырьки. Это означает, что масло хорошо нагрелось и можно приступать к работе. Выкладываю пирожки на сковородку. На небольшом огне обжариваю до золотистого оттенка с обеих сторон. Пока обжаривается одна сторона, вторую поливаю горячим растительным маслом. Делайте это аккуратно, чтобы не обпечь руки. Посмотрите, какие пышные и румяные получаются пирожки. Можно снимать со сковороды. Перекладываю на тарелку, предварительно застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался весь лишний жир. Все остальные пирожки жарю таким же способом. Мои пирожки готовы. Только посмотрите, какие пышные и воздушные они получились. Очень мягкое и нежное тесто. И давайте посмотрим, какой пирожок внутри. Посмотрите, какое тонкое получилось тесто и как много начинки. И давайте разломаем второй пирожок. И здесь тоже тесто тоненько и очень много начинки. Вот такие превосходные пирожки получаются по этому простому рецепту. Тем более, что начинку вы можете выбрать по своему вкусу. Поэтому обязательно пробуйте и, конечно же, делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!